Всем привет! Сегодня по рецепту мишленовских титулованных шеф-поваров братьев Торрес испанских мы готовим вот такой вот штрудель с яблоком. Есть здесь небольшой секрет в тесте. Давайте начинать. И первое, что мы будем делать, это тесто для нашего штруделя. У меня здесь одно яйцо, к нему добавляю 1/4 чайной ложки соли и 1 чайную ложку, так щедро достаточно, сверху сахара. Растительное масло у меня это подсолнечное, без запаха. Все перемешиваю венчиком. Теперь секретный ингредиент братьев Торрес. Вместо воды они добавляют яблочный сок. Он должен быть теплым, таким комфортным, чтобы в него комфортно было опустить палец. Добавляем сок к яйцу с маслом и снова все перемешиваем венчиком. Начинаю добавлять муку. Полученное тесто нам нужно вымесить 10 минут минимум. Кстати, у меня ушло меньше муки. Следите за этим. Как только тесто не прилипает ни к рукам, ни к поверхности, в него больше не нужно добавлять муки. Вот такое тесто получается. Оно становится на глазах просто очень пластичным и мягким. Все, заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем отдыхать при комнатной температуре на 30 минут. А тем временем готовим начинку. Яблоки, очищенные от шкурки и от сердцевины, я нарезаю такими приблизительно кусочками. Быстро, чтобы они не успели потемнеть, поливаем соком половины лимона и перемешиваем. К яблокам добавляю изюм, вымоченный в воде. По рецепту его нужно было вымачивать в коньяке, но я не люблю алкоголь в десертах, поэтому вымачивала в воде 20 минут. Корица пол чайной ложки, сахар и все снова перемешиваем. Отставляем начинку в сторону пропитываться ароматами, а пока будем заниматься тестом, будем его раскатывать. На поверхность, присыпанную мукой, выкладываем тесто и начинаем его раскатывать. Смотрите, какое оно пластичное, податливое. И вот хочу показать, насколько тонко нужно раскатать тесто. Видите, ну здесь у меня 1-2 мм максимум. Тесто посыпаю панировочными сухарями, чтобы вся жидкость впитывалась из яблок. Выкладываю начинку. Я, кстати, это делаю вот таким маленьким ситом, для того, чтобы вся лишняя влага стекала с яблока. Я, видите, не дохожу немного до краев. Духовка, кстати, у меня уже разогревается на 180 градусов. И начинаем вот так вот сворачивать наш штрудель. Края рулета просто вот так вот подворачиваю под рулет. Смазываем наш штрудель яйцом. Нужно проткнуть тесто ножом в некоторых местах, для того, чтобы оно дышало, как сказали. Все, отправляем в духовку на 180 градусов. И вот такая красота получается. Сейчас сделала финальное фото. Всем спасибо, что смотрели мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, мне будет очень и очень приятно. Всем пока-пока!